Всем привет, друзья! Вы на канале Pop Music, и сегодня у нас на обзоре вот эта вот мощнейшая машина Akai Force. Что же это такое, друзья? Это не MIDI-контроллер, это полноценный музыкальный компьютер. То есть это такое стенд-алон, отдельное устройство, на котором полностью можно делать весь продакшн. Здесь у нас есть и аудиовходы, и сэмплер, и встроенный синтезатор, обработка, фильтры, плагины, куча всего. И давайте сейчас об этом расскажем поподробнее. Но поскольку это просто невероятно глубокое и мощное устройство, невозможно просто вот в рамках небольшого ролика показать все нюансы и все фичи этого девайса, поэтому у нас будет такой, скажем так, обзор его функциональных возможностей. Ну и начнем с подключения, со всех этих вот connection входов и выходов. Во-первых, у нас здесь есть основной выход на стереопаре и дополнительный выход на еще одной стереопаре, называемый Q-Mix. Если вы знакомы со звукорежиссурой и с диджейством немного, то вы знаете, что диджеи очень часто делают дополнительный микс для того, чтобы отслушать, соответственно, музыкальный материал. Вот здесь можно это делать. Также у нас здесь есть два входа универсальных для подключения гитары или микрофона. И можно сюда напрямую записывать инструменты, либо вокал, сэмплировать. Также у нас здесь есть CV-гейт выходы для подключения и синхронизации с модулярами, с модульными синтезаторами. Есть у нас MIDI входы-выходы на мини-джеках. В комплекте также поставляется переходник с мини-джека MIDI на 5-диновый MIDI. У нас здесь есть USB-слоты также различных форматов. Во-первых, они нужны для подключения устройства к компьютеру, для того, чтобы перекидывать проекты, перекидывать звуки, сэмплы и так далее. И, во-вторых, что очень важно, и что делает это устройство просто невероятно мощным и крутым, это то, что можно сюда по USB подключить любую аудиокарту, любой аудиоинтерфейс. И, собственно говоря, вот сколько есть у вас входов-выходов на аудиоинтерфейсе, столько у вас и будет входов-выходов помимо вот этих вот двух основных. То есть если вы подключаете 8-канальную аудиокарту, вы сможете сюда 8 гитар или микрофонов втыкать. То есть это, по сути, это полноценный музыкальный компьютер. Далее у нас вот с этой стороны присутствует SD-карта, которая тоже может быть носителем различных сэмплов и так далее. Ну и здесь у нас есть выход на наушники с отдельным уровнем громкости. А теперь давайте обратим внимание на панель основную. Она состоит из двух частей, из экрана и из пэдов. Пэды, сразу скажу, являются и velocity чувствительными, и также имеют автотач после нажатия. Достаточно удобные, комфортные. Можно пэды в различных режимах использовать. Вот сейчас у нас режим Launch, который позволяет запускать клипы. Собственно, здесь у нас в этом режиме точно такая же раскладка, как и в Ableton. Я думаю, что если вы знакомы с Ableton, здесь у нас вертикальные ряды — это наши музыкальные дорожки, горизонтальные ряды — это сцены, и мы можем, соответственно, эти сцены запускать, либо отдельные клипы. Причем экран у нас в данном случае отображает полностью наши пэды, и мы можем запускать их как отсюда, так и отсюда. И экран у нас здесь touch sensitive, то есть он у нас как в современных смартфонах, все по последнему слову технологии. Вот, и давайте вот запустим сейчас первую сцену. Можно это делать также и отсюда. Вот, здесь у нас с левой стороны экрана различные кнопки управления. Это play, stop, запись. Также у нас load, save и переключение различных режимов. Вот очень важная кнопка undo. Если вы что-то не то сделали, вы можете это отменить. Дальше у нас вот кнопка matrix.
которая как раз включает вот данный режим клиповый, да, это вот здесь называется Matrix View. Дальше у нас есть кнопка Navigate, то есть навигация по нашим дорожкам. Дорожек может быть гораздо больше, чем 8, и сцен может быть гораздо больше, чем 8. Поэтому вот так вот можно передвигать и выбирать нужные регионы вашего проекта, которым вы в данный момент пользуетесь. И очень важная кнопка Shift, которая позволяет включать различные второстепенные функции, которые, в свою очередь, подписаны вот здесь вот таким вот беленьким шрифтом. Здесь есть фейдер, что невероятно важно. Я вот в начале ролика показал. На фейдер можно назначать различные параметры, фильтр, например, и прочие какие-то вещи для манипуляции с нашим аудиоматериалом. Вот в духе диджеев, да, можно сводить треки, можно использовать какие-то эффекты. Вот, фейдер — это очень классное такое добавление к сетапу. Вот эта вот большая крутилочка — это наш основной энкодер, который крутится и нажимается для манипуляции самых разных параметров. Мастер громкость, кнопка меню, которая открывает кучу разных вариантов. Вот сразу здесь вот у нас есть такая шестереночка. Если мы ее нажимаем, мы переходим в меню глобальных настроек, где можно настроить яркость экрана, яркость пэдов, ну и тут большое количество различных параметров. Вот, чтобы вернуться, нажимаем просто кнопку Matrix. Ну и здесь у нас различные тоже кнопки, которые переключают режимы работы пэдов. Здесь у нас все кнопки, называемые Launch, которые запускают ту или иную сцену. Ну, собственно, и вот еще одна очень важная кнопка, которая позволяет нам полностью остановить все клипы. Здесь у нас есть кнопка Tap Tempo для того, чтобы набить темп. Кнопка Mute, кнопка Solo, кнопка Arm Record. Собственно, здесь в этом плане лейаут, раскладка наших пэдов похожа на Push, если вы знакомы с Ableton Push. Ну и на прочие подобные контроллеры, которые состоят вот из различных пэдов. То есть в этом плане у них похожий workflow. Хотя, я еще раз подчеркиваю, это не MIDI-контроллер, это полноценный музыкальный компьютер. Ну, еще немножечко про хардвер-составляющую. Я не рассказал про вот эти энкодеры и про вот эти вот маленькие экранчики. На мой взгляд, это действительно очень классная придумка. Поскольку эти энкодеры на каждую дорожку назначаются по-своему, и назначение может меняться от проекта к проекту, вы можете на один назначить фильтр, на другой назначить громкость, на третий дилей и так далее. И все это очень сложно запоминать. Они сделали здесь дополнительные вот такие маленькие дисплейчики напротив каждого энкодера. Причем все это у нас находится под углом, да, вот как вы видите, здесь эта часть у нас толще, эта часть у нас тоньше. И вот эти дисплеи под углом, и на них очень удобно смотреть. Они достаточно ярко горят, на них написано то, на что они назначены, то есть тот параметр. И также, собственно, количество, вот здесь шкала такая, количество того параметра, который вы здесь набрали, да, повернули. И это очень удобно, особенно для лайвов, для какой-то живой диджейской работы. Мне кажется, это очень классное такое изобретение. Ну и давайте сейчас посмотрим, что нам предлагает основное меню. Меню матричное мы уже увидели. Это вот раскладка пэдов наших и экрана в виде клипов. Дальше навигация. Дальше у нас идет микшер. Очень удобный микшер. Выбираем любой трек и прям вот уровень меняем пальцами. Проблем просто никаких. Дальше у нас идет пэд-микшер, который в данном демо-проекте не активирован. Дальше у нас идет браузер. Здесь мы можем выбирать различные варианты сэмплеров, работать с сэмплами, с MIDI, с аудио и так далее. Дальше у нас идет арранжер, то есть режим аранжировщика. Сюда вы можете треки записывать прямо вот так, как они должны воспроизводиться, что очень удобно. В принципе, вот здесь, как я уже сказал, при помощи сцен выстраивается структура трека, да, так же, как и в Ableton Live. Вот у нас куплет, дальше у нас проигрыш, дальше припев. Я запускаю каждую сцену
и у нас включается следующая часть. Но вот в этом аранжировщике вы можете прям все это туда прописать, и, собственно, оно будет делать за вас автоматически, что, ну, по-моему, очень удобно. Дальше следующее меню у нас меню Grid, куда вы можете зайти и посмотреть на ваш аудиофайл в большом разрешении, отредактировать форму волны и так далее. Дальше то же самое с клипом. Вы выбираете либо аудио, либо MIDI-клип, либо там барабанный, в зависимости от того, какой тип дорожки вы выбрали. Далее у нас здесь степ-секвенсор. Ну, это в основном для MIDI-треков. Здесь вы можете создавать различные секвенции. Далее у нас здесь есть трек Edit, который тоже для MIDI-треков. Сейчас он пока не активирован, чуть попозже на это посмотрим. Sample Edit, редакция ваших сэмплов. Непосредственно сэмплер, вы можете записывать сюда ваши инструменты, которые вы включаете, собственно, в устройство. Далее у нас идет лупер, можете это устройство использовать в качестве лупера. Дальше у нас есть секция макросов. Это макроконтроллеры, на которые вы мапите различные параметры для управления вашим музыкальным материалом. И, собственно, таким образом совершаете какой-то музыкальный живой перформанс. Ну и последний у нас называется Live Control. Вот он пишет, что он ждет подключения к Ableton Live. То есть это устройство может работать как обычный MIDI-контроллер для Ableton. Но это не обычный MIDI-контроллер. Это полноценный музыкальный компьютер. Ну и давайте прямо вот сейчас в этом демо-проекте попробуем создать несколько дорожек для того, чтобы, ну, хотя бы как-то познакомиться с workflow, который на самом деле, как я уже сказал, напоминает Ableton Push. Вообще девайс по структуре Ableton, конечно, очень напоминает. Итак, вот у нас абсолютно пустой трек. Создаем его, нажимаем вот плюсик. И вот здесь у нас выпадает такое вот меню, на котором целых вот 6 вариантов типов треков, которые мы можем создать. Первый — это аудиотрек, с этим все понятно. Аудиотрек, можно туда записать наш внешний инструмент. Дальше драм-трек, это по сути встроенная драм-машина. Дальше плагин. Плагин — это по сути встроенный синтезатор. Дальше key-group, это встроенный сэмплер. Дальше MIDI-трек, с этим все понятно. MIDI-трек это чисто MIDI-данные, которые мы можем запрограммировать для управления внешними синтезаторами по MIDI. И дальше CV-трек. Опять-таки, как я вначале говорил, у нас вот есть CV-выходы. При помощи CV-трека мы можем управлять внешними модульными синтезаторами. Ну и вот давайте создадим драм-трек. Бум! Драм-трек создан. Нажимаем сюда. Здесь у нас настройки. Вот так вот можно создать клип. И вот я его даже запустил. Давайте нажмем Undo. И теперь, выбрав этот трек, я нажимаю Load. И вот здесь у меня опять-таки предлагают разные варианты. Я опять выбираю Drum Kits. И из различных наборов могу выбрать понравившийся мне Drum Kit, да, набор. Предлагается мне здесь куча просто всего. Библиотека здесь достаточно обширная. Вот так вот. Вот так вот мы тыкаем на какой-то вот из этих драм-китов и предпрослушиваем. Ну и то, что нам понравилось, нажимаем Load. Оно загружается. Переходим обратно в матричный вид. И теперь наши пэды, они у нас, как изначально мы включили в виде матрицы, тоже отображают клипы, как на этом экране. Но мы можем перейти вот в режим нот. И, собственно, вот наша драм-машина. И таким вот образом мы можем играть на драм-машине, заниматься фингер-драмингом, либо включить секвенсор и записать нашу барабанную партию, как мы это делаем, собственно, на любом MIDI-контроллере с пэдами. Здесь у нас также есть несколько вариантов раскладки. Вот это вот самая простая в виде драм-машины, вот таких вот 16 пэдов. И если я еще раз нажму, то у нас здесь получается такая более широкая раскладка.
Если я нажму на кнопку ноты еще раз, то у нас такая более продвинутая раскладка. Для этого мы выбираем нужный нам звук. Вот у нас, повторюсь, 16 пэдов нашей основной драм-машины. Здесь вот у нас эти 16 пэдов отвечают за velocity выбранного звука. То есть вот как бы я сильно не бил, velocity у нас тихая. Хотя сами пэды, как я говорил, velocity чувствительные. Здесь в этой части у нас различные варианты нашего звука, где-то чуть-чуть отфильтрованные и так далее. Ну и в этой части у нас различные варианты по высоте. Что позволяет нам весьма интересно использовать наши звуки. Ну, с бочкой, может быть, это не самый правильный пример, но, скажем, с тем же хай-хетом или со звуком малого барабана можно экспериментировать только в путь. Ну что ж, и давайте теперь попробуем что-то записать. Для того, чтобы нам не мешали все остальные файлы и клипы этого проекта, мы засолируем наш вот этот новый барабанный трек. Для этого нажимаем вот соло и номер трека. Он у нас засолирован. Теперь мы нажимаем кнопку Step Sequencer и, собственно, вот выбираем бочку. Она у нас уже выбрана. И просто ставим те шаги, которые нам нужны. И вот бочка, она уже играет. Дальше выбираем малый барабан, ставим то, что нам нужно. Ну и теперь давайте попробуем что-то записать вручную. Запускаю наш секвенсор и просто играю по нужным пэдам. Да, предварительно нажимаю Rec. Ну и теперь вот на записанные нами барабаны или забитые нами барабаны мы можем редактировать. Для этого нажимаем, вот у нас выбран, собственно, клип. Мы можем его выбрать либо здесь на пэдах в матричном изображении. И нажимаем кнопку клип и переходим, собственно, вот в MIDI-редактор, где мы можем клип редактировать. Вот у нас здесь различные команды. Старт клипа, длина клипа, там длина MIDI-нот и так далее. Можно переключать между различными вариантами просмотра. Вот у нас, собственно, здесь Arranger сразу, про который я говорил раньше. Здесь в этом меню мы можем выбирать еще команды транспозиция, velocity и так далее. Вот здесь, собственно, мы можем сами MIDI-ноты рисовать или стирать. Вот у нас вот карандашик. Вот мы нарисовали ноты, выбрали ластик, стерли ноты. То есть, в принципе, интерфейс достаточно понятен интуитивно. Только вот экран иногда немножечко притормаживает. Такой touch-sensitive экран не самый touch-sensitive. Местами. Ну, должен быть с вами честным. И также здесь у нас MIDI-события в виде списка отображены. Не знаю, зачем это нужно музыканту. Но вот есть такая информация, для чего-то она вам может понадобиться. А теперь давайте создадим мелодический трек. Опять-таки вот наш выбираем новый трек. Из списка выбираем плагин. Нажимаем Load. И здесь выбираем инструмент. И вот он нам дает список возможных инструментов. Ну, давайте вот Tube Synth, целая папка. Заходим в нее и выбираем то, что нам нравится. Ну, давайте наобум просто ткнем в какой-нибудь звук. Загружаем его. Переходим снова в наш редактор. Нажимаем нотный редактор. Ну вот, собственно, мы можем играть на пэдах какую-то мелодию. И нажимая вот кнопку Note, еще раз мы меняем раскладку пэдов. То есть у нас хроматическая,
различные по квартам, по терциям, по квинтам, как кому удобнее играть. Вот. Раскладок достаточно много и на любой вкус. Я вот предпочитаю классическую хроматическую раскладку, потому что, ну, она мне более привычна. Октавы переключаются вот этими кнопками. Shift плюс октава вверх. Естественно, можно играть и аккордами. Не самый, правда, удачный звук. Можно попробовать поменять звук. Давайте другой загрузим. Послушаем, что получится. Также точно можно что-то сыграть, можно записать, забить какую-то мелодию, отредактировать потом это в MIDI-редакторе, прям в MIDI-клипе. Workflow абсолютно точно такой же, как то, что я показал с барабанами. Также у нас здесь, когда мы выбираем какой-то из мелодических звуков, вот при помощи этих нобов и при помощи вот этих вот экранчиков появляется возможность редактирования, то есть здесь вшитые звуки автоматически у нас имеют какие-то параметры, которые мы можем очень удобно отредактировать, да, то есть здесь у нас есть эквалайзер, вот написано низкие, средние, высокие частоты. Здесь фильтр. Эффект, релиз и так далее. Может быть все, что угодно. И это очень удобно на лету. Опять-таки на экранчиках у нас всегда подсказки. И действительно это классно придумали. Также здесь есть у нас встроенный арпеджиатор. Вот мы его активируем. И вот он у нас работает. Соответственно, арпеджиатор мы можем настраивать, выбирать длительность, 16, 8, 32, какие угодно. Вот. Здесь у нас есть также 4 кнопки для редакции и клипов, и MIDI-клипов, и в целом нашего вот матричной конфигурации. Здесь у нас селект для выбора того или иного пэда или той или иной дорожки. Дальше edit, copy, paste, delete. Очень удобно, очень сильно ускоряет, вот, собственно, процесс редактирования и создания музыки. Ну и последнее, здесь внизу у нас подписаны дополнительные функции, о которых я упоминал уже. Это включение-выключение метронома, квантизация, включение и выключение и так далее. То есть все на самом деле здесь прям есть, все под руками, все на поверхности. Друзья, а теперь давайте я просто сыграю несколько тактов для вас вот этого демо-проекта, который здесь по умолчанию вшит. Это заводской проект. И в нем уже замаплены на фейдер различные эффекты. И, в общем, все уже выстроено, все проработано. Просто чтобы вы послушали и поняли, насколько он клево звучит и насколько здесь вот интересно можно выстраивать различные эффекты для живого перформанса. When you're here, I don't feel so alone. Hold me close when you're gonna leave. Grip me tight, don't let me go. You make this bed feel like a home. 'Cause you said I know all about your weakness. You said I know I'd let you down.
Ну что ж, друзья, я надеюсь, нам удалось пролить свет на возможности этого прибора. У нас не было цели сделать подробный обзор, потому что, ну, это просто нереально. Это нужно делать 3-часовое видео. Прибор действительно очень глубокий, очень мощный, с просто невероятным количеством возможностей. Сам факт того, что сюда можно подключить звуковую карту, даже пульт микшерный, например, Behringer X32, по USB к нему подключается, и у вас просто 32 входа и 32 выхода. Это, по-моему, фантастика. Это и сэмплер, это и синтезатор, это и Groovebox, это и рабочая станция с созданием полноценных аранжировок. В общем, действительно классный прибор. Ну и плюс ко всему, мне, как многолетнему юзеру Ableton Live и Ableton Push, он действительно знаком, он интуитивно понятен. То есть он глубокий, многослойный, но в принципе он не такой сложный, в нем достаточно просто разобраться. Пишите в комментариях, что вы о нем думаете. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видео. И до скорых встреч, увидимся. Музыкальный компьютер, мне кажется, звучит как слово из 80-х. Теперь поговорим об этом... Вот этом, об этом, объектом. Давайте вот объектом поговорим. Вот этот прибор, он вот такой, вот.